Я познакомился с играми в очень юном возрасте, то есть я еще из того поколения, которые помнят вот этих вот лягушечек, которые прыгали по кувшинкам. Всегда игры где-то были в моей жизни. Это были какие-то Call of Duty, Медаль за отвагу, Цивилизация та же самая, FIFA всегда была на консолях, Pro Evolution, ну и, конечно, Counter-Strike. В Counter-Strike я играл очень много в детстве, и потом в какой-то момент сделал большой-большой перерыв, и на 4 курсе моего бакалавриата мой друг сказал мне: «Костян, ты же играл в КС, скачай КС». И вот с тех пор началась моя прям любовь именно к киберспорту, не просто к геймингу. И этот друг учил меня играть в правильный Counter-Strike, где нужно на Инферно ставить бомбу, как нужно там смотреть про матчи, за кого болеть, что нельзя ставить на Нави, нельзя ставить напротив Нави. Я работал в Nike, но, к сожалению, начался ковид. Меня сократили, в какой-то момент уволили 80% маркетинг-отдела, а потом Nike полностью ушел из России. И я стал искать новую работу, и просто на HeadHunter увидел такую вакансию, что нужен медиа-директор Team Spirit. Еще у меня был друг, который работал на тот момент в Winstrike. Это организация-конкурент, тогда была Team Spirit. И я спросил его, знает ли он кого-то из Spirit. Он сказал, что да, знает менеджер по КСу. И, собственно, через этого менеджера я и зашел. Несколько раундов собеседования, много больше, чем я ожидал. И вот я в Spirit. Первая встреча с Никитой была запоминающаяся. Он достаточно жестко вел собеседование, очень хотел конкретных ответов. На тот момент они не всегда у меня были. Я, наверное, недостаточно был категоричен в своих ответах, а ему, наоборот, очень хотелось этого. Никита очень хотел понять, что мне не нравится в современном киберспорте, что не нравится в позиционировании организации конкурентов, позиционировании Spirit. Мне кажется, в первые пару лет моей работы, наоборот, я гораздо больше говорил о минусах, чем о плюсах. А вот на собеседовании был наоборот. Боялся быть излишне резким. Именно тогда. Смог четче для себя осознать, какую именно нишу должны занимать Spirit. Один клуб, он такой более корпоративный, один клуб, он более массовый, пользующийся народной любовью, но при этом у них достаточно безличный там контент и отношения и так далее. А вот мы должны быть другими. Мы должны быть для небольшого количества людей, должны быть такими немножко элитарными. В наше комьюнити не просто попасть, но если ты попадешь, тебя сразу там, ты получишь очень крутой опыт от этого. Но этот вопрос действительно помог мне больше осознать про то, каким я хочу видеть этот клуб. После этого он сказал, что в целом все хорошо, но нужно, чтобы ты вот еще немножко подготовился и как раз был более прямолинеен в своих ответах. Я подготовился, приехал на буткэмп, и уже мы тогда пожали руки. Мне сразу сказали, что нужно заехать на буткэмп на пару недель, так сказать, притереться. И у меня была буквально такая разведка боем, что я жил на буткэмпе, просыпался, работал. Вечером мы очень много общались, играли вместе в игры и обсуждали, каким клубом должен быть Team Spirit. Я абсолютно чувствую, что я стал не просто как бы коллегой, а другом, там, частью вот какого-то комьюнити, которое есть, и тогда уже было внутри Spirit. Я понял, какой Никита человек, Никита понял, какой я человек, мы обсудили какие-то идеи, в каких-то идеях мы были согласны, в каких-то идеях мы были вообще не согласны. После этого буткэмпа мы оба остались с ощущением, что работа не початый край, но будет классно ее проделать. Когда я приходил в Team Spirit, я думал, что это интересная работа. Когда я сейчас думаю об этом, я думаю, что это дело моей жизни. В идеале бренд Spirit — это крупный лайфстайл-бренд, с которым другие классные бренды хотели бы коллаборироваться, который актуален в разрезе киберспорта, но не только, в разрезе там фэшена, в разрезе контент-креейшена и так далее. Это что-то массовое, но закрытое, что-то недосягаемое, что-то уникальное. Самым первым проектом, за который я взялся в Team Spirit, был ребрендинг. Уже было понимание у Никиты, у меня в целом тоже, что имидж бренда, то, как вот Team Spirit тогда выглядел, это было абсолютно устаревшее. И нам нужно было сделать что-то новое, чтобы люди понимали, что вот начинается некая новая эра. Мы изменили цвета, мы изменили логотип, мы изменили tone of voice, сделали исследование про себя, наняли человека, который провел серию интервью с ключевыми людьми в клубе и сформировал наше позиционирование. Это было так, что мы вот такие, и это будем нести в массы. И в целом это, на мой взгляд, сработало хорошо. Не хотели подстраиваться под какие-то современные тренды, наоборот, заявить о себе таким образом, что вот есть мы,
мы вот такие, поэтому с нами быть круто. Очень многие черты, которые тогда сформулировали мы в ходе того исследования, они до сих пор очень большую роль играют в Spirit. Это там стойкость, упорство, серьезность, целеустремленность, вот такие вещи. Медиа-отдел был крайне небольшим. У нас был SMM-отдел, состоящий из Руслана и 3 его подаванов, дизайн-отдел, состоящий из Ани и Саши. И у нас был парень Макс, который занимался тем, что делал фрагмуви. То есть у нас не было совершенно никакого контент-продакшена, это все предстояло нанять. То есть мы делали все как бы шалтай-болтай, как попало и так далее. А я пришел и сказал, почему мы делаем там посты в цветах ESL Pro Лиги, а не в цветах Team Spirit, условно. И вот мы сразу начали делать все под себя. Мы вот такие, поэтому мы делаем вот так. А не подстраиваемся под там турнир или сезон или что-то такое. Мне пришлось научиться проводить собеседование. Тот скилл, который у меня совершенно не было, но который я приобрел со временем. Медиа-отдел вырос больше, чем в 6 раз. С тех пор мы наняли полностью контент-продакшн, который у нас in-house. У нас расширился SMM-отдел с тем, что у нас есть позиционирование на Китай и на западное комьюнити. Мы делаем субтитры, соответственно, нам стали нужны переводчики. Сейчас у нас есть как бы несколько бренд-менеджеров, у нас есть человек, который занимается конкретно YouTube. Отдельно есть люди, которые работают в Китае, мы наняли их. То есть это то, в чем мы отличаемся сильно от других организаций. Все наши конкуренты нанимали просто какое-то китайское агентство, и китайское агентство говорило, окей, мы адаптируем вас под себя. И в итоге получался, такой немножко безличный контент. Мы сделали не как все, как обычно, и наняли просто людей конкретно в штат, которые до сих пор у нас работают, и вот эти люди очень хороший результат дают. Сейчас мы главный по охватам западный клуб в китайских соцсетях. Эксклюзивы — это в основном какие-то наши спешалы, но они для всего нашего комьюнити. И разве что на Китай мы делаем несколько роликов в год, которые конкретно ориентированы на китайское комьюнити. Это очень важный регион для нас, потому что там крайне большая фан-база, ее можно монетизировать. Мы там очень популярны, они очень любят и Донка, и Яторы, и Доту, и Counter-Strike особенно. Нам кажется, что это та ниша, которая плохо занята западными организациями, и куда мы можем хорошо встроиться. Наша экспансия в Китай проходит крайне позитивно. Результаты говорят сами за себя. У нас больше 1 миллиона подписчиков уже сейчас там, хотя мы туда зашли только в прошлом марте. В медиа-отделе работает около 35 человек. Таким образом, вот из нескольких СММщиков и 2 дизайнеров мы превратились в отдел, который производит контент для YouTube, контент для социальных сетей, переводит его на несколько языков, сам снимает, сам промоутит, делает ивенты, делает какие-то веб-проекты. Выступаем как такое in-house агентство большое само для себя. Безусловно, кейс с Нирваной один из лучших, на мой взгляд. Во-первых, это музыка, которая очень мне близка. Это турнир, на котором мы выиграли. Очень люблю самый первый мерчевый дроп, который был с моего прихода. Это дроп вместе с Nike. Отдельно нарисовали такого очень красивого азиатского дракона, нанесли его на спину, бланковых найковских там худи и крюнеков. Каждый спец по-своему ты любишь. И над Лего было очень классно работать в прошлом году. И Stone Island у нас великий, который самый большой по просмотрам. Очень мы гордимся нашими видеопроектами, но мне лично кажется, что будущее не только в них. Нам нужно делать больше веб-проектов, больше делать ивентов, больше как-то активировать людей, так сказать, на местах. В этом будущее. Я закончил МГИМО в 2015 году. Это был очень интересный опыт. В МГИМО дают такие традиционные, очень базовые знания. Хотелось чего-то прикладного. И я подумал, что будет интересно поучиться в Европе. И я начал готовиться к этому поступлению. Я сдал IELTS, по сути, не готовясь, и сдал один довольно сложный экзамен, называется GMAT, Graduate Management Admission Test. Там тестируют логику, математику, английский. Сдал его достаточно хорошо, и просто по рейтингу Financial Times лучших вузов посмотрел то, насколько я сдал GMAT, в какой вуз мне позволит это попасть. И я попал в топ-5 вузов Европы по специальности мастер-менеджмент и получил огромное удовольствие от учебы во Франции. Я жил в Лилле 2 года, познакомился с кучей интересных людей. И вот такой интересный факт, что на мажоре в Шанхае, который мы выиграли в декабре, я встретился с одним из них, потому что вот мой друг китаец,
сейчас осел в Шанхае, и мы с ним абсолютно волшебно сходили в хот-пот. Я ему пробил билеты на этот мажор. Он говорит, я теперь фанат Counter-Strike, фанат Team Spirit и так далее. То есть это такое было объединение двух миров. В чем различие Франции от России? В том, что во Франции там прям были конкретные кейсы. Предмет — стратегический менеджмент. Тебя могли бы завалить книгами, которые ты должен прочесть, но тебя вообще ими не заваливали. Компания Body Shop. Они столкнулись вот с такой-то дилеммой. Они ее решили вот так-то, и ты должен на их место поставить себя и решить эту проблему как-то по-своему. И потом тебе говорят, к каким результатам привело там то или иное решение. Это тот скилл, который точно нужен в моей нынешней работе. В целом, я действительно сторонник теории, что университет — это в первую очередь люди, и вот то комьюнити, которое ты приобретаешь и среди студентов, и среди там преподавательского состава, оно очень помогло. Как пример, я писал по киберспорту свою мастерс-диссертацию. У меня была сравнительная характеристика свободной системы с турнирами, какая была в Counter-Strike, и франшизной Overwatch лиги, которая была на тот момент, собственно, в Overwatch. На самом деле, я уже из того поколения, что многие парни и девушки моего возраста так или иначе знакомы с играми, и у них нет этой стигмы, что вот киберспорт какая шутка. Поначалу они относились скорее настороженно, но потом, когда они видят, что вот действительно Team Spirit забирает заголовки там ведущих изданий, они видят там банально мой Инстаграм с поездками, с кубками, со всеми там этими фанатами, кто-то видит наш контент, какие-то влоги и так далее, они видят, что это настоящий спорт, по сути, что это очень большая индустрия, очень интересная, и я в ней играю большую роль, поэтому почти все, с кем я общаюсь, они очень за меня рады. А те ребята, которые управляют заводами, они как раз тоже в Counter-Strike играют, так что им-то вообще приятно. Безусловно, на токсичность можно влиять. Наша задача как организации, в том числе, воспитывать свое комьюнити и делать так, чтобы оно было лучше. Я уверен на 100%, что если сравнить комьюнити наше и комьюнити там других организаций, можно увидеть большую разницу в токсичности. И я думаю, что мы своей открытостью, тем, какой контент мы производим, как мы слушаем наших фанатов, как мы выделяем некоторых из них и даем им какой-то уникальный опыт, мы воспитали такое комьюнити, которое скорее поддержит нас во время поражений, будет с кайфом разделять с нами эти победы. Не все организации справляются с этой задачей абсолютно, так что это важно, да. Я думаю, что очень важно любому маркетологу составлять портрет аудитории для своего бренда. Портрет вот идеального фаната. Мы его составили для себя еще очень давно. Это современный молодой человек или девушка. Это тоже очень важно, что у нас много контента, который ценят девушки. Современный, достаточно взрослый, уже платежеспособный. Это либо студент старших курсов, либо молодой специалист. У него там много подписок, он горит киберспортом, но не только киберспортом. Ему еще интересна актуальная культура. То есть он не затворник, часть тусовки, он там ходит в рестораны, в бары, он там проводит хорошо время с друзьями, он не играет 24/7. Вся наша маркетинговая машина направлена на то, чтобы именно для таких людей производить контент, и поэтому наша аудитория составляет в ядре своем именно таких людей. У нас вот так, а у остальных не так, и нас это устраивает. Всегда приятно, когда после побед нас в Инстаграме поздравляют какие-то известные личности. Ты никогда не ожидаешь, что вот именно этот человек раз и оказывается там играет в Counter-Strike или смотрит киберспорт. Это могут быть там музыканты, спортсмены и так далее. Лично я просто на улицах города видел наш мерч, даже когда Team Spirit не выиграли еще даже свой первый International. Но вот мы дропнули нашу найковскую коллекцию. Помню, что я сидел в саду Эрмитаж в Москве и вижу, что идет парень под ручку с девушкой, оба хорошо классно выглядит, и вот он в нашей худи. И я тогда прям очень обрадовался. Конечно, победа — это очень важный инструмент для получения аудитории в киберспорте, и чем больше ты побеждаешь, тем более массовым становится твой бренд. И тогда вот это вот ядро, ты не должен от него отходить, но на него еще нанизываются гораздо более широкие слои фанатской базы. Поэтому после там нашей победы на International, нашей победы на шанхайском мажоре, нашей второй победы на International, ты все чаще и чаще просто видишь людей, которые так или иначе одеты в твой мерч. Ну, это всегда приятно, 100%. Ты чувствуешь действительно, что вот ты сделал что-то настолько массовое, что вот этот перуанец или вот этот бразилец или американец или австралиец настолько преисполнился тем, что ты делаешь, что он заказал, потратил свои кровные
и хочет носить твой мерч. И если посмотреть нашу географию мерча по заказам, это буквально весь мир. У нас были заказы из Китая, Монголии, Австралии, из маленькой испанской деревушки, с маленького островка севернее Чикаго, там на Великих озерах, там Лос-Анджелес, Перу, Бразилия, Африка, там в Египет. Понятное дело, вся Европа, вся Восточная Европа, вся Средняя Азия. То есть это очень, на самом деле, вдохновляет. У нас есть очень четкое позиционирование, какие мы, которое мы разработали вот еще тогда, когда я только пришел. И если человек очень сильно не совпадает с этим позиционированием, то, скорее всего, мы не будем с ним сотрудничать. Всегда мы рассматриваем кейс-бай-кейс, всегда мы рассматриваем все минусы и плюсы, то есть мы должны взвесить. Были ли кейсы, когда человек не очень подходил по позиционированию, но это был настолько хайповый, интересный, веселый кейс, что мы такие, а почему бы не попробовать? Было. Я лично стараюсь сводить к минимуму такие коллабы. Мы с Никитой не ставим нашему отделу четких KPI, но мы всегда собираемся и делаем некий дебриф и понимаем, хорошо этот год прошел, или полгода, или плохо. Удачные ли наши медийные кейсы были, или неудачные? Правильно ли мы вложили наши деньги, или плохо? Конечно, я прошу всегда всех коллег делать достаточно подробные отчеты по просмотрам, по географии, по тому, насколько у нас выросла та или иная метрика. Статистику всегда можно подогнать под себя, и с позитивной, и с негативной стороны, поэтому мы скорее более верхнеуровнево оцениваем перформанс маркетинга дела Spirit. Ну и, конечно, мы обрабатываем достаточно большое количество обратной связи. Одна из моих задач на турнирах, когда я туда езжу, это разговаривать с людьми, спрашивать, что они думают о том, что мы делаем, что они думают и со спортивной точки зрения, и с медийной точки зрения, и вообще. То же самое касается, да даже комментариев в онлайне. Мы всегда перечитываем большое количество комментариев, там и в Телеграме, и на Ютубе, и где только не... То, что есть у нас, но то, чего нет у многих других клубов, это очень бережное отношение к своим болельщикам. Например, в Германии и в Англии в целом очень четкое есть понимание, что клуб — это в первую очередь болельщики. Вы играете не только за деньги, или за ромбик, или за своего владельца. Вы играете для фанатов, чтобы они приходили и смотрели на вас. Ценить свое комьюнити, делать для них как можно больше — это самое важное, что ты можешь делать. Но некоторые клубы, например, вкладывают огромные деньги в зарплатный фонд своих игроков, но при этом делают или не делают вообще медийку. Или делают медийку, которая совершенно не отвечает этим стандартам. Потом люди удивляются, почему у Team Spirit столько просмотров, а у других организаций просмотров меньше. Ну, так все же очевидно, на мой взгляд. Опыт классического спорта, безусловно, отчасти релевантен в киберспорте, но не полностью. Киберспорт — это онлайн. Твои болельщики — они на Твиче, они на самом деле у себя дома. Ну, может быть, на твоем попстомпе, который ты организовал, окей. Ты не можешь продать билеты на стадион, ты не можешь так эффективно использовать офлайн в целом. То есть, например, вот мы Team Spirit, где мы должны открыть свой магазин? Где Fnatic должен открыть свой магазин? В Швеции, где у них шведский состав, в Лондоне, где у них штаб-квартира, или где-то в Юго-Восточной Азии, где у них доттерские традиции там огромные. Наверное, во всех 3 локациях, но все же упирается в экономику, и не всегда это имеет смысл. А в том же Ливерпуле это совершенно не так. То есть я был в этом городе, там огромное количество города, ну просто красное. То есть магазины, стенды, где продают шарфы. Естественно, стадион там во время матч-дэя, огромный магазин около стадиона, огромный магазин в центре города. Это то, чего мы, к сожалению, не можем делать просто в силу специфики нашей индустрии, но мы должны стремиться каким-то образом и это тоже делать. Сережа в Team Spirit прошел большой путь. Мы всегда знали, что он топовый тренер. Он доказал это в целом, работая и с Эспадой, и со Spirit Академией. И его послужной список сейчас уже выглядит крайне внушительно. Но даже тогда с составом, в котором не было Донка, не было там Шира и других суперзвезд, он в первые полгода своей работы вышел в полуфинал мажора. Но очень интересен не только его спортивный путь, но и его путь как медиа-единицы. Если сначала он очень боялся камеры, и спасибо ему за доверие, он только меня оставлял на медиаднях, потому что, чтобы я задал ему какие-то вопросы, то сейчас он расправил плечи, он очень хорошо говорит, отлично дает интервью, не боится выражать свои мысли. И то, как он раскрывается во влогах, мне всегда очень приятно, потому что таким должен быть тренер
на мой взгляд, в киберспорте. Это не должен быть хайпмен, который скажет, ну, парни, ну, соберитесь. Это не должен быть чувак, который там, типа, носом в iPad и только по стратегиям. Это должен быть микс. И он именно олицетворение этого микса. Потрясающий тренер именно в игровой составляющей. Он отличный мотиватор. Я стоял в этих кругах перед матчами, когда он там говорит какие-то сокровенные вещи. И хочется побежать, разбиться об стену ради него. Как про Мауриньо говорили, так же про него могу сказать. Медийно мы стараемся не выделять какого-то там одного игрока слишком сильно. Мы всегда очень четко понимаем, что как в жизни, так и в спорте вклад каждого очень важен. И в целом мы стремимся, чтобы люди болели в первую очередь за Team Spirit, за того самого дракона, а не за игрока. Я уверен, что мы смогли вырастить такое комьюнити, что вот если, не дай бог, уйдет какой-нибудь старплеер, люди останутся с Team Spirit и будут все еще все так же болеть за нас. Мы делаем это, но при этом мы не игнорируем, естественно, наших старплееров. Мы отдаем им должное, но всегда команда на первом месте. Побеждает только команда. Когда я пришел в Spirit, у нас было 2 дизайнера, и с Аней мы не совсем сошлись взглядами. Она такая же упрямая, как я. Немножко мы не сработались, но вот в Саше я сразу увидел потенциал. Он очень на тот момент уже был скилловым, у него было свое видение, у него было свое мнение. Наши взгляды на то, как должен выглядеть Team Spirit, во многом совпали, и поэтому я принял решение повысить Сашу до должности арт-директора, и сейчас он возглавляет свой дизайн-отдел. Многие дизайнеры приходят к нему и говорят, можно я поработаю в Team Spirit у тебя, потому что хочу, чтобы ты меня поучил. Таким образом, именно он вместе со мной максимально глубоко вовлекся в вот этот процесс ребрендинга. Именно он нарисовал нашего дракона, именно он нарисовал то, как выглядят и продолжают выглядеть наши социальные сети. Это человек, который тестил, какие именно цвета будут лучше всего к нам подходить. То есть я говорил, что давай белый и черный, а может быть, нам еще какой-то нужен. И вот в какой-то момент у нас появлялся голубой, в какой-то момент у нас появлялись еще какие-то цвета. Это все Саша. И то, как выглядят наши социальные сети, то, как выглядим мы, то, как выглядит наша форма во многом, до недавнего времени это все был Саша. С точки зрения креатива и создания красивого визуального облика абсолютно топовый профессионал в киберспортивной индустрии. Точно знаю, что Саша востребован не только в Team Spirit, его хотели переманить многие другие киберспортивные организации, и не только имея в виду клубы. Я очень рад, что он ценит нас так же, как мы ценим его. Надеюсь, он будет работать с нами еще долгие годы. Есть люди, которые с нами с самого начала. Например, Руслан. Руслан работает 7 или 8 лет в Team Spirit, то есть сильно дольше, чем я. Руслан большой молодец, он мудрый руководитель, хоть и строгий, но справедливый, и вырастил несколько поколений СММщиков, одно краше предыдущего. Ему не все равно. В целом мы стараемся окружить себя людьми, которым не все равно. Помимо компетентности, самое важное качество, которое мы ищем в потенциальных кандидатах на работу в Spirit. Да, мы можем 30 дней в году брать отпуск. Да, мы можем уходить с работы или там играть на работе в видеоигры, когда ты хочешь очень сильно в них поиграть. Но готов ли ты ночью не спать? Готов ли ты там разбиться вдребезги, но сделать? Мы не требуем этого на постоянной основе, это был бы какой-то абьюз. Но если ты готов, то нам по пути. Маша — это человек, который очень сильно меня разгрузил. Большую часть обязанностей по продюсированию контента раньше брал на себя я. И когда Маша пришла, я прям вздохнул полной грудью, потому что я подумал, а что, так можно было? Когда не нужно пинговать бесконечно менеджеров, как-то взаимодействовать слишком много с киберспортсменами, все организовать. Студия, там какой-то персонал, еще что-то. Всегда всех пропингует, всем про все напомнит, никогда нет косяков. Очень нравится. У нас работа с хостами выстроена так, что формально я их начальник, но на самом деле Маша их начальник. У нее огромный опыт работы личной в этой роли, и поэтому она знает все тонкости, она знает, кого нужно отдать на технику речи, кому нужно что-то зазубрить, кому не хватает креатива, кому не хватает там еще чего-то. И наоборот, в чем они хороши. Я здесь скорее в роли такого хранителя традиций Team Spirit. Моя задача
рассказать им про вот нашу культуру, какие мы должны быть, какие у нас стандарты, как наш хост должен вести себя на турнире, как он должен вести себя с игроками, как он должен вести себя с игроками других команд, с хостами других команд, с нашим менеджментом. То есть это все должно синергировать. Это вообще непросто. Я сам ездил контент-мейкером в силу обстоятельств на турниры и понимаю, как это тяжело. Поэтому, безусловно, вот такие вещи я стараюсь рассказывать нашим ребятам и девушкам. Еще очень важно, когда ты находишься на турнире, но не находишься на самом турнире. То есть, когда все отгремело, наступает там автопати, или в какой-то вечер ты можешь собраться в баре с кем-то. Там тоже очень нужно правильно себя вести. Это касается и не только игроков, но и менеджмента. Касаемо менеджмента, я тот человек, который рассказывает им, что мы от них ждем. Чтобы они правильно хранили имидж работника Spirit. Сейчас у нас 3 контент-мейкера: Артист, Ник и Harmony. Harmony недавно в нашей организации, она только учится, но под Машиным чутким руководством, я уверен, все будет здорово. Ник — это такой неожиданный кейс, потому что он изначально был в нашей организации монтажером, но как-то раз у него была идея для медиа, когда он предложил идею и как референс еще снял себя. И когда он снял себя, мы, честно говоря, дружно обалдели, потому что это было очень хорошо уже. То есть у него не просто хорошие вводные данные, а у него прям и с артистизмом нет проблем, и с речью все хорошо. Мы были приятно удивлены и обсудили внутри и решили предложить ему работать с КС-составом. У нас была такая потребность, потому что раньше у нас был один контент-мейкер на всех, но турниры становятся только больше, дисциплин у нас тоже становится больше, поэтому такая необходимость возникла. Раньше у нас работал Слава, артист, только, и когда он не мог полететь на какой-то турнир из-за пересечения, например, Дота и КС, я летал на КС. Мне не всегда тоже сподручно ехать там, ходить с камерой с ребятами. Хотя, если это происходит нечасто, я получаю от этого большое удовольствие. Ник очень креативный, у него такое свое мнение достаточно жесткое, он не боится негатива, и в хорошем смысле. Мы очень ценим его вклад. Ну, для меня Слава — такой первый правильный контент-мейкер, Team Spirit, большущий молодец, он схватывает все на лету, у него идеальный бэкграунд для нашего хоста в целом, он был актером в театре, и он был профессиональным киберспортсменом. Поженить две этих жизни, получается, Слава артист, и больше таких на самом деле нет. Я помню его первый лан, он тогда очень стеснялся, очень боялся, и я ему говорю: Славик, пойдем пиво выпьем. Он говорит: я не пью пиво. Я говорю: тебе надо пить пиво. С тех пор он действительно в этом в том числе тоже прокачался. Оброс скиллами, оброс уверенностью в себе. У него очень большая сейчас армия фанатов. Мы как организация тоже это видим и вкладываем в него дополнительные ресурсы. Вот он недавно запустил свой собственный канал, который мы продюсируем. Слава — это человек, которому не надо ничего говорить 2 раза. В этом его самое большое преимущество. Он абсолютно беспроблемный сотрудник, при этом вносит большой импакт. Еще и в КС хорошо играет, мы с ним вечерами с удовольствием зависаем. Недавно вот выиграли 6 подряд. Мерч — это полностью отдел Наташи. Я там просто есть во всех чатах, и иногда мы с Наташей можем вдвоем собраться и пообщаться по поводу того или иного кейса. Но я не принимаю такое же деятельное участие в мерче, какое я принимал вот на момент релиза, например, найковского дропа. Когда Наташа пришла в Team Spirit, она полностью взяла на себя мерч, я отошел от этого, и она с тех пор прошла очень большой путь, потому что наладить производство мерча и поставить все на рельсы в России, и потом с переездом наладить еще раз это все в Сербии, это было архисложно. Сейчас у нас производство в России, в Сербии, в Китае, шоп работает по всему миру. Наташа прошла огромный путь, она большой молодец, здорово справляется, и лично мне нравится, в каком направлении она двигает мерч нашей организации. Это касается и формы непосредственно экипировки игроков, и мерча, который делается для фанатов. С удовольствием ношу его сам. У нас на ключевых руководящих позициях как мужчины, так и женщины. То есть, если посмотреть на Руслану, она наш операционный директор, Наташа возглавляет шоп, Маша у нас занимается продакшеном. Конечно, мы очень ценим наш женский коллектив, и классно, что у них есть свое комьюнити, они что так все дружно еще собираются вне работы. Но о чем они там говорят во время своих посиделок, одному богу известно. Суперсила Никиты в том, что он
крайне рассудительный и обстоятельный человек. Он не боится делегировать. Когда брал меня на работу, он мне сказал: Кость, если у нас будет с тобой жесткий спор 50/50, ты уверен абсолютно, что вот оно белое, а я уверен, что оно черное, я уступлю. Как руководитель я это очень ценю, потому что когда ко мне приходят подчиненные и говорят, например, такие вещи, мне непросто, но я тоже стараюсь в последнее время все больше уступать и делегировать. То, что у Никиты это было еще 5 лет назад, когда он брал меня на работу, вызывает только восхищение. Он не боится быть жестким. У него есть четкое разграничение работы и дружбы. То есть вне работы мы с ним друзья, точно так же играем в Counter-Strike, настольные игры там и так далее. Но когда мы на работе, мы на работе. Обсуждаем все абсолютно беспристрастно. Еще его суперсила в том, что он лучший спортивный менеджер в киберспорте. Он построил команду «Династию» по доте, которая самая титулованная в истории доты. Он построил систему подготовки молодых талантов в Counter-Strike, которая подарила миру кучу самых ярких звезд, от Мэджикса, Сирена, Патси до Донка с Зонтиксом. Не просто руководит нами как спортивным клубом, он помогает нам расширяться. То есть, окей, мы делаем классный контент, продаем этот контент нашим спонсорам, этот спонсор помогает нам платить наши зарплаты. Мы могли бы на этом остановиться. Нет. Если мы хотим сделать какой-то ивент, какой-то пабстомп, какой-то крутой веб-проект, который требует больших инвестиций, он всегда за. Чтобы там поскаутить молодых талантов, раз мы наняли разработчиков. Воспитать этих молодых талантов после того, как мы их заскаутили, он раз организовал академию. У него есть видение, он мыслит широко, и это большая привилегия работать с таким человеком. В «Том и Джерри» есть замечательная сцена, когда Том вынужден играть за весь оркестр. Вот когда я пришел в Team Spirit, я буквально был вот этим бедным кошаком. Я должен был там полностью отвечать за производство контента, мне нужно было реформировать SMM-отдел, мне нужно было добрать людей, мне нужно было придумывать там форму, мерч, идеи для контента, организацию контента. Смог набрать компетентных людей, тоже методом проб и ошибок, но сейчас я супер доволен своей командой. Эта команда настолько профессиональна, что ей можно делегировать большое количество обязанностей. С маркетинг-отделом получилось, мы его выстроили, перестроили. Теперь время коммерческого отдела. То есть коммерческий отдел ранее работал не на полную мощность, и Никита решил все изменить, и он поставил меня главой коммерческого отдела. То есть сейчас я, помимо того, что директор по маркетингу, я еще директор по развитию бизнеса. Простым языком я взаимодействую со спонсорами. От поиска до подписания контракта и ведения этого контракта. Это было очень непросто, потому что, когда я приходил строить отдел маркетинга, я понимал очень хорошо, что именно я должен сделать и как. Есть очень понятные процессы, есть очень понятная структура, которая нужна. Эту структуру сейчас в Spirit мы и имплементировали. А вот как быть с sales, я понятия не имел, потому что это непростая работа. Ты должен там подготовить очень большое количество материалов, постоянно там вести подсчеты, цифры, трекать метрики и так далее. И при этом ты все время стучишься в полуоткрытые двери. Или прям закрытые двери. То есть это холодные письма, это какие-то там знакомства в надежде на. Очень-очень много работы, которая в итоге не выливается ни во что. Но ради тех там 5%, которые в итоге вливаются в контракт, это все стоит того. Работа в коммерческом отделе совершенно не похожа на работу в маркетинге, но она тоже очень интересная, тоже очень многое делает для развития Team Spirit. Те деньги, которые я привлек, это уже крайне ощутимая сумма. Это те деньги, на которые там игроки и мой стафф получают зарплаты. Я получаю зарплату, там Никита получает зарплату в том числе. Так что это здорово, это способствует улучшению условий в организации и помогает нам как компании в целом. В целом Team Spirit — это компания единомышленников. И, конечно, когда ты среди единомышленников, несложно найти там приятелей, друзей и так далее. Периодически раз там 2-3 раза в год мы играем корпоративные турниры, ставкапы так называемые, с большим удовольствием. Стримим это все в Дискорде или на Твиче для своих коллег и для всех, кто хочет на это посмотреть. Например, моя мама с удовольствием смотрит эти матчи. Не только работаем вместе, но и занимаемся какими-то любимыми делами, которые касаются киберспорта или которые не касаются киберспорта вместе. По субботам нередко на буткемпе собираются на настольные игры ребята. Мы играем с моими в Counter-Strike
девчонки собираются девчонками. У нас есть покерный клуб в Team Spirit. Естественно, там постоянно мы играем в парах, в тройках, в пятерках, там и в Доту, и в КС, и в какие-то новые тайтлы. Например, когда только вышел Valorant, мы буквально все сели, там я, Дима Бухтеев, Сережа, Никита и Дима Бережной, и тестили Valorant. Так что вот этому нашему комьюнити единомышленников Team Spirit прикольно не просто работать вместе с 9 до 6, а играть вместе, проводить время вместе, жить вместе. Фундаментальные ценности Team Spirit — это стойкость, безусловно, потому что перед тем, как выиграть International мажоры, 5 лет Spirit набирались опыта, назовем это так. Целеустремленность. Ты всегда идешь к своей цели, и ты пока что всегда было так, что ты к ней приходишь. Но задача ставить себе все более амбициозные цели. И это общность, потому что мы — это комьюнити единомышленников, которые вместе двигаются к своей цели, которые делают это сообща, с улыбкой и не жалея себя. Когда мы победили на первом интернешнале, все изменилось. Мы из тир-2 организации сразу стали почти тир-1 организацией. Это совершенно другие деньги от спонсоров, совершенно другой интерес от комьюнити, совершенно другие просмотры, совершенно другие задачи, совершенно другая ответственность. То есть мы должны были делать все на гораздо более высоком уровне. Взаимодействие с игроками. У тебя сразу должен быть стандарт. Ты победитель, да. Как снимаются влоги? Стандарт. Сколько у вас просмотров? Стандарт. Как вы выглядите? Типа все гораздо лучше. Ты обязан был сделать огромный шаг вперед. То есть буквально там пролететь 3 ступеньки вверх по лестнице, что как бы очень непросто. Это была приятная головная боль, потому что мы здесь все живем спортивными результатами, безусловно. Абсолютно никакого времени после победы на Инте не было. Мы сразу включились в работу, потому что после такого масштаба победы наш титульный партнер захотел организовать пресс-конференцию, и мы понимали, что она нужна. Игроки отменили свои отпуска, мы сразу включились в работу по организации этой пресс-конференции. При этом это все накладывается на то, что тогда все еще был ковид. Я, например, даже не побывал на этой пресс-конференции, хотя очень хотел, потому что я карантинился, чтобы полететь с кайсерами на мажор, контент-мейкером. Это было очень непросто, но очень прикольно. Тир-1 — это в первую очередь стабильность, на мой взгляд. Выиграть один, даже самый крупный турнир, особенно в доте, может любая организация. То есть если КС — это дисциплина, в которой ты обязан быть командой достаточно долгое время, чтобы натренировать все реакции, там, синергию, страты, то в доте ты можешь собраться с стаком из 5 и просто, если вы хайскиллы и у вас хорошая синергия, просто развалить. Там та же победа OG на своем последнем инте показывает именно это. Тир-1 организации отличает стабильность. То есть, если у вас уйдет титульный спонсор, останетесь ли вы на плаву? Если ты тир-1, ты останешься. Если ты тир-2, то не факт. Как часто вы выигрываете турниры? Несколько в год, хотя бы 1 в год, потом фан-база. Если ты продашь игрока, вся фан-база тир-2 организации уйдет за этим игроком, если он там был главной звездой. А если ты тир-1, то люди болеют за дракона. Стали ли мы тир-1 организацией после одной победы на International? Нет, мы стали тир-1,5 организацией. То есть мы были на пути, мы уже получили больше внимания, больше ресурсы, большие возможности, но еще предстояло сделать большую работу, чтобы закрепиться в этом статусе. Стали ли мы еще тир-1 организацией? Наверное, да. В компьютерном киберспорте всегда особенно ценились 3 дисциплины. Это Dota, CS и League of Legends. Сейчас, безусловно, реалии таковы, что огромное значение играют, например, мобилки, добавились дисциплины вроде Valorant, PUBG и так далее, которые тоже имеют большую популярность. Но все-таки, победив на чемпионате мира по Доте дважды и победив на чемпионате мира по КСу, ты все-таки доказываешь свой статус, что эти победы — это не удача. Ну и не только удача. Через 10 лет я вижу Team Spirit стабильными. Мы должны побеждать в разных дисциплинах, даже когда Донг не будет так жестко убивать, даже когда Ятор не будет так хорошо фармить и так далее. Мы должны быть больше. В первую очередь говорю о количестве дисциплин. То есть мы знаем, как тяжело зайти в экосистему Riot Games, но
хочется туда зайти и поставить на поток разные методы активации нашей аудитории. То есть я говорю, что вот в контенте мы чувствуем себя топовыми профессионалами в индустрии киберспорта. Но делаем ли мы лучше всех ивенты? Делаем ли мы лучше всех веб-проекты? Какие-то штуки для спонсоров? Наверное, еще есть пространство для улучшения, и я надеюсь, что через 10 лет будем считать себя топовыми профессионалами и в этих вещах тоже. Больше фанатов, больше продаж джерси, больше контента, больше побед, больше эмоций, больше слез счастья. Вот так. Через 10 лет не знаю, где я буду жить, в Сербии, где-то на Западе, в России или в Грузии, но я думаю, что я буду связан с Team Spirit очень тесно и через 10, и через 20 лет, и через 30 лет. На данный момент в Team Spirit работает около 100 человек. Мы бы хотели в идеале всех посадить в кадр, и чтобы они рассказали свою историю с нашим брендом. Но, тем не менее, хотелось бы обозначить, что мы ценим всех и очень любим каждого, кто работает в Team Spirit.